Дэвид и Лора Смит из Одессы, Флорида, отмечали свои совместные дни рождения со своими близкими друзьями Майкл и Шон Паркер. Это была их любимая ежегодная традиция. Отправились на лодке в Мексиканский залив, чтобы насладиться этим днем. Под лучами солнца волнение было ощутимым, когда они отправились на то, что, как они ожидали, должно было стать еще одной идеальной прогулкой по случаю дня рождения. Небо было ясным, светило солнце, а вода спокойной, что делало этот день идеальным для плавания под парусом. Лодка плавно скользила по заливу. Дэвид, заядлый рыбак, решил попытать счастье в плавании под парусом. Рыбалка на удочку, он надеялся поймать вкусную рыбу, чтобы приготовить ее на обед, когда они вернутся на берег. Тем временем Лора и Шон наслаждались легким покачиванием лодки и потягивали охлажденное шампанское, пока Майкл готовил закуски. И вся компания была в приподнятом настроении, наслаждаясь. В компании царило спокойствие, все казалось идеальным, проходили часы, пока они грелись на солнышке и смеялись вместе. Солнце достигло зенита, и празднование дня рождения было в самом разгаре. Дэвид, чувствуя себя авантюристом, забросил леску в воду, ожидая поклевки, у него был большой опыт, и он надеялся, что ему удастся подмотать удочку хороший улов. Однако вскоре день должен был принять неожиданный оборот. Дэвид почувствовал, как натянулась леска, он взволнованно вытащил свой улов, довольный тем, что это была крупная рыба, и бросился за фотоаппаратом, чтобы сфотографировать свой призовой улов. Лора весело позировала на заднем плане, но она и не подозревала об этом. Внимание Дэвида было приковано к чему-то гораздо более удивительному, когда Дэвид посмотрел в объектив своей камеры. Он заметил что-то странное, плавающее в воде, он сделал двойной снимок, неуверенный в том, что он видит. Объект показался ему странным, и любопытство Дэвида возросло, он начал маневрировать. Лодка приблизилась, заглушив двигатель, чтобы бесшумно подплыть к объекту. Спокойная вода и тихое окружение сделали сцену еще более загадочной, объект мягко покачивался на воде, и сначала Дэвид подумал, что это может быть просто клубок водорослей или какой-нибудь мусор, но когда они подошли ближе, Шон, который тоже заметил объект, заметил его еще ближе. Странный объект приблизился, и они увидели то, что показалось им длинными каштановыми волосами, запутавшимися в волнах. К горлу Шона подступила паника, неужели уже слишком поздно помогать? Группа перегнулась через борт лодки, их сердца бешено колотились, когда они пытались разглядеть, что это был за объект. Подозрение Дэвида переросло в осознание, когда он увидел конечности, 2 руки и 2 ноги. Страх Шона, неподвижно лежащего в воде, усилился, им нужно было как можно скорее рассмотреть объект получше. Это был не буй и не ребенок, а маленький Джек Рассел-терьер. Рассел-терьер изо всех сил старался удержаться на плаву, на собаке был ярко-оранжевый спасательный жилет, благодаря которому ее было легче заметить на фоне воды, и сердце Дэвида сжалось от жалости к крошечному существу. Если бы не спасательный жилет, они бы его и вовсе не заметили, но что собака делала так далеко от берега? Дэвид и его друзья были озадачены. Маленькая собачка отчаянно гребла к лодке, явно измученная и испытывающая облегчение от того, что увидела потенциальных спасателей. Ранее тем утром береговая охрана получила сообщение о собаке, упавшей за борт, описание полностью соответствовало описанию. Собака пропала без вести в течение 3 часов. Береговая охрана приняла к сведению координаты судна и пообещала прислать спасательную команду. В ожидании спасателей Дэвид и его друзья хорошо заботились о собаке, которую они назвали Макс. Понятно, что он нервничал и дрожал после своего приключения на море. Лаура объяснила, что он дрожал как осиновый лист, они завернули его в полотенце, чтобы согреть. И ему потребовалось около 30 минут, чтобы успокоиться, когда прибыла береговая охрана. Макс с готовностью запрыгнул на их спасательное судно и устроился там, выглядя гораздо более непринужденно. Тайна того, как Макс оказался в океане, вскоре была раскрыта. Джоуи Томпсон, владелец Макса, был на прогулке на лодке, когда остановился, чтобы осмотреть корпус, пока Джоуи не было видно. Макс прыгнул за борт, возможно, в поисках приключений. Когда Джоуи понял, что Макс пропал, он сходил с ума от беспокойства и с тревогой ждал на берегу новостей, когда прибыла береговая охрана с Максом и его новыми друзьями. Джоуи испытал огромное облегчение. Лаура вспоминала об этом эмоциональном воссоединении, говоря, что это был чудесный момент.
Он был трогательным и душераздирающим одновременно, у всех нас на глазах были слезы, Макс подбежал и начал лизать лицо Джоуи. И мы все плакали. Это был по-настоящему трогательный опыт, напоминание о том, как даже самые незначительные проявления доброты могут иметь огромное значение. Авантюрный дух Макса в стремительных действиях Дэвида и его друзей превратил то, что могло бы стать трагическим днем, в трогательную историю о дружбе и спасении. Иногда именно неожиданные моменты показывают нам истинную ценность сострадания и храбрости. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.